Друзья мои хорошие, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий, канал Добро. И тема сегодня достаточно грандиозная. Вчера вышла, да, открытая бета-версия Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Версия 1.42, Open Beta, открытая бета, внезапно вот так вот прям на и фигарь, как говорится, прямо в лоб. А в чем фишка этого обновления? Ребят, вчера я хотел сделать данный ролик, но в связи с тем, что у меня давление стебет, что вчера, что сегодня, мне достаточно не очень себя хорошо чувствую, но все-таки собрался, чтобы сделать для вас этот ролик вот именно сегодня с утра, именно в 9 утра по Москве. Итак, ребят, сейчас я вам все попытаюсь сегодня рассказать по поводу вот этой всей канители. Ну, во-первых, разработчики рады представить нам вот это грандиозное событие в рамках обновленного патча 1.42. Что же здесь в этом патче так такового? Действительно, здесь самая главная новость — это поддержка модификаций в конвой. Да, мы этого ждали, мы этого дождались. И это был самый, наверное, большая громкая просьба, о чем и пишут разработчики, что это была очень громкая просьба нашего сообщества, чтобы, короче, выпустить поддержку модификаций сторонних, несторонних для покатушек в конвое. Но есть определенные палки в колеса, я про них сегодня, естественно, вам дальше расскажу. Не буду я прямо сейчас всю эту канитель вам пересказывать, вы сами можете посмотреть, ссылочки я оставлю, естественно, в описании на все это дело. Что еще добавилось, это обновленные настройки игровых рулей. Теперь появились еще дополнительные настройки, про которые я опять же вам сегодня расскажу. Поехали. Друзья, перед тем, как начать полностью обзор данного вот этого конвойной всей темы, я покажу, как перейти на открытую бету. Так как многие об этом не знают, и сейчас по-любому будут вопросы: Дима, а как перейти на бету и попробовать ее? Все очень просто, ребята. Нужно зайти с вами в Steam. Да, вот нам нужно открыть с вами наш... Где у меня, господи, потерялся. Steam, зайти в библиотеку, нажать правой кнопкой мыши на вашу игру Euro Truck Simulator либо Америка, нажать свойства. Появляется у вас вкладочка, зайти в раздел бета-версии, и из списка здесь у вас будет паблик бета 1.42. Выбрать ее, у вас начнется обновление игры. То же самое вы делаете и с American Truck Simulator, то есть две игры обновляете до последней версии. Вот как бы открытый бета. Теперь залетаем в игру и будем разговаривать по модам. Итак, друзья мои хорошие, зашел я в Euro Truck Simulator 2. Буду сегодня показывать на основе Euro Truck Simulator 2, версия 1.42.012s. И смотрите, по интерфейсу ничего не поменялось, все хорошо. Но у меня есть сборка. У меня есть сборка, и, соответственно, смотрите, рассказываю и показываю. Во-первых, ребята, весь порядок установки модовых карт или модификаций грузовиков должен быть у всех одинаковый. Если у вас будет разный порядок или разная версия модификации, вы друг друга не увидите, не зайдете, все в этом духе. У нас пришло, я тестировал, значит, с подписчиком, с Володей. Хочу отметить, что мне пришлось запаковывать отдельно весь южный регион, который у меня, и передавать ему через Google Диск. И он ставил вот этот мой южный регион, мою модификацию ZIL, чтобы мы с ним смогли как-то законтачить. Хочу отметить то, что да, поддерживаются и карты, и сторонние модификации, ну и к этому еще, естественно, Steam Workshop. Так что приоритет модов важен, подчеркиваю. Запускаю я, собственно, Euro Truck Simulator 2. Идет у нас обычная, да, это мы-то с ним пробовали, как раз я про это дальше покажу. Запускается Euro Truck Simulator 2 сейчас с теми модами, которые я вам показал. Южный регион последней версии и автомобиль ZIL. Смотрите дальше, друзья. Во-первых, у вас будет считывать игра все. Если у вас есть папочка мод и в ней содержится, не знаю, там, модов 500, игра будет считывать 500 модов. Как это делается, ребята, ну, покажу. Естественно, нажимаете все, конвой, идет зависание игры. И сейчас, так как у меня малое количество файлов, это южный регион и, собственно, сам грузовик, он вот начал мне сейчас грузить те моды, какие у меня в папочке мод. Поэтому для этого, чтобы он не грузил у вас 500 или 1000 файлов, скриншоты приложу, как это выглядит страшно, нужно просто создать еще одну папку мод. Перекинуть туда все абсолютно моды свои. Допустим, мод 2. А вот мод, который просто папочка, да, туда уже перекидывать те нужные моды, на каких вы будете катать. Чтобы игра не грузила все. Надеюсь, понятно, про что я как бы говорю, да. Вот. Либо просто переименовать, да, то есть у вас есть папка мод, вы переименовываете мод 2,
Создаете просто папку мод и туда закидываете, допустим, ZIL и карту Южного региона. Все, игра будет считывать только ZIL и карту Южного региона, а не все ваши модификации, какие у вас есть. Надеюсь, понятно. Смотрите, произошло что? Все моды обработаны. Нажимаем «Мы продолжен», и у нас появляется экран, ну, стандартный экран поиска конвоя. Смотрите, ребята, изначально, чтобы вы смогли найти ваших друзей, у которых подключены те же моды, что и у вас, и в принципе, да, чтобы поискать людей с модами. Сессия с модами. Ставите галочку, нажимаете «Применить», и появляется что? Появляются все те, которые сейчас в данный момент играют с модификациями. Красный кружок означает, что сервер использует несовместимые локальные моды. Что значит локальные моды? Те, которые установлены с различных сайтов. STMods, там не STMods и т.д. и т.п. Просто которые вы скачали с интернета. И это нужно скачать вручную, чтобы вы могли играть с другом. Если у друга есть КамАЗ, а у вас его нет, то вы с ними поиграете. Вам нужно будет отдельно этот КамАЗ скачать где-то там с сайтов. И чтобы он был той же версии абсолютно. Дальше. Оранжевый кружок. Это говорит о том, что все моды, которые в данный момент есть, они совместимы. Нажимаем, допустим, активировать моды сессии. И здесь, видите, как бы в сессии у него не используются модификации. И мои моды будут отключены здесь. Далее, друзья, есть модификации, которые присутствуют у игроков. Видите, кроны, сислы, скани. И они все откуда? Если здесь не написано локальные файлы, то я нажимаю активировать моды сессии. Появляется экран вот такой. Будут отключены мои моды. И мне нужно скачать моды, которые присутствуют у этого человека. Вот этот режим, вот этого квадратика, означает, что и все эти моды используются со Steam Workshop. Нам нужно просто нажать на какой-то мод. У нас открывается экран Steam Workshop. Мы нажимаем подписаться и моментально скачиваем те моды со Steam, которые используются у автора, да, у создания, кто создал конвой. И подключаемся с его вот этими совпадающими модификациями. Вот как-то так, ребят. Теперь давайте по созданию конвоя. Нажимаю я «Создать конвой». Опять же там какой-то этот. И просто нажму «Подтвердить». У меня идет создание конвоя. Вы видите, я нахожусь сейчас на зилке. Да, работают эти моды. Покупка грузовика, дилеры брендов. И вот этот зил, который возил, да, как говорится. И на него у меня обзор был. И, соответственно, этот зил появился у меня в конвое. У меня полностью, видите, где у меня получается? Вот он, 1 из 8. Я в сессии сейчас есть. А сейчас покажу, как это выглядит уже с подключенным человеком из карты, допустим, Южного региона. Друзья мои хорошие, ну и вот так это все дело получается и выглядит. То есть по-другому это не работает так таковое. И это спасибо большое Валмаде и Володе за помощь в этом, как говорится, деле. Мы сейчас находимся на зилах, это модовые грузовики. Мы находимся сейчас на карте Южного региона. Помимо дефолта, здесь мы подкрутили еще Южный регион. Про все нюансы я рассказал, естественно, перед этим, да, по поводу карт и модификации. Что касается еще того, с чем мы столкнулись, это не отображение конвойного, значит, человека, да, то есть команды здесь. Я стою один, и этого не видно вообще нигде. Тут уже придется по модовым картам ездить, вот прям вот ездить с рацией и друг друга каким-то образом искать и соблюдать скоростной режим. Почему? Потому что на дефолте все это будет работать прекрасно абсолютно. То есть все это будет видно и его, и меня на дефолте. На модовых картах, к сожалению, нет. Карты не все еще протестированы. Вчера не получилось у нас Русмап подцепить. Юг получилось сегодня. Опять же по модификациям, про что я и сказал, да, связанное с грузовиками. Не все модификации работают. Поставили мы ЗИЛ и МАЗ, произошел вылет из-за МАЗа. То есть вот такие вот, ребята, дела. Ну, чтобы как бы посмотреть в этом плане, да, Володь, привет, поздоровайся с пацанами. Всем привет. Ну, короче, вот так вот мы с Володей, вот сейчас я ему также говорю, тестировали данную всю ахинею. Как-то так. Друзья мои, еще такая немаловажная настройка в 1.42, это как раз настройка игрового руля. У меня сейчас в данный момент отключен мой руль, да, вот стоит, это старый какой-то вот тут. Но не суть. Смотрите, у нас помимо обратной связи, среднее усиление, появился возврат руля на высокой скорости, возврат руля на низкой скорости. Я думаю, что внутреннее трение какое-то, резонанс двигателя. То есть это будет у нас поверхность под колесами, то есть опять же вибрация, удары подвески, столкновения, вибрация по поверхности, вибрация от удара, вибрация столкновения. То есть появилась новая абсолютно настройка игрового руля.
дополнительные настройки игрового руля. И я думаю, что вот это очень актуально по одной простой причине. У кого-то нету руля на 900 градусов. Поэтому я думаю, что вот этими настройками можно более сбалансировать свое игровое колесо. Разработчики сказали, что не все подходят вот эти все вещи, да, то есть не для всех это рулей прям так таковое, но они максимально старались сделать вот такие вот настройки. Собственно, ребята, все, вот такое вот обновление касаемо 1.42, пользуйтесь, пытайтесь, старайтесь. Да, касаемо еще автономных карт, типа из серии А, покататься по суровой России. Это надо тестировать, и чтобы вы все катали, допустим, там конвоем на суровой России, вам нужно создать абсолютно новый профиль с модулем этой карты, потому что суровая Россия — это карта автономная 1 к 1. Вот, вам нужно создать суровую Россию профиль со всеми картами, да, чтобы у всех было все идентично в порядок установки, модуль, и тогда, возможно, вы сможете поиграть. Пока насчет 1 к 1 сказать точно я сейчас в данный момент не могу, будем тестировать дальше. Пока что протестировали южный регион, ну а все косяки, какие были, я рассказал вам вот перед этим. Спасибо за внимание, с вами был Дима, канал Добро Е, увидимся в новых стримах, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Удачи!